Всем привет, с вами Банана Мастер, и сегодня мы познакомимся с новыми видами условий, благодаря которым сможем писать более сложную логику. Сразу начнем с задачки. Например, у нас есть переменная user_age, и нам нужно узнать, находится ли эта переменная между 14 и 90. Как узнать, больше ли оно, чем 14? Это очень легко, я могу прописать самый обыкновенный if, который мы уже очень хорошо знаем, и прописать соответствующую логику. То есть, если оно больше 14, то это условие будет true. Но мне же еще нужно узнать, не меньше ли оно 90. Если я попытаюсь написать как-то вот так вот, то такая запись работать не будет, сразу будет ошибка, потому что два условия внутрь одного ифа я вот таким образом впихнуть не могу. Хоть все как бы вроде бы и написано логично. 14 должно быть меньше user age, а 90 больше. Но если я добавлю вот сюда, между двумя условиями, вот такой оператор и, то условие сработает. Оператор и это специальная штука, которая позволяет объединять несколько условий вместе. И также имеет некую встроенную логику. Как работает оператор и? Как мы можем заметить, у нас здесь два условия, левое и правое. И в данном случае у нас будут проверяться сразу два условия. Ну то есть сначала проверится вот это. У нас user_age это 20. И получается такая конструкция дает true. И также будет проверяться другое условие, вот это. В нашем случае она тоже дает true, потому что 90 больше, чем 20. Так как слева и справа у нас true, в общем условие отрабатывает. И, например, оно сейчас выведет в консоли мне слово good. Но если бы здесь хоть один был бы фолсом, например, я напишу вот так вот 22, то это условие уже не отработает. Оператор и работает так. Если хоть одно false все выражение. И значит работать оно не будет. В таких конструкциях оператор и очень полезный. Применяется тогда, когда нам нужно сделать проверку сразу с несколькими условиями. На всякий случай я повторю это еще раз, что есть такой оператор и. И он позволяет нам объединять между собой несколько условий. Работает так, что если хоть одно false все и работать не будет. То есть в случае, если мы хотим, чтобы этот оператор и сделал так, чтобы наши условия заработали, все условия должны быть трушными, то есть правдивыми. Давайте я покажу вам еще один оператор. Я заранее уже подготовил некую конструкцию. Сейчас мы ее увидим. Вот она. И в ней нам нужно сделать следующее. Нам нужно добавить в это и в это условие дополнительную проверку. Например, если тип пользователя админ или босс, то мы выводим welcome. Или если тип пользователя worker или тестер, мы выводим hello. В данной концепции оператор и нам не подойдет. Потому что эта переменная может равняться или админу, или боссу. И для этой конструкции, если я хочу добавить промежуточное условие, я буду уже использовать такой оператор, как или. Выглядит он вот так вот, что это вот такие две палочки. После них я могу добавить type user равно, например, boss в этом случае.
Точно так же могу добавить и здесь дополнительное условие и проверить, равняется ли моя переменная воркеру. Как мы можем заметить, после того, как я добавил это промежуточное условие, у нас сразу вывелся hello. Так как вообще работает оператор или? Если рассматривать его под капотом, давайте вот на этом примере, то вот у меня есть переменная, она равняется воркеру. Ну, получается, у меня вот здесь и вот здесь написано worker. Сразу начнет сравнение левое выражение, и оно в данном случае будет false. Ну, потому что worker не равняется tester. Далее будет следующее сравнение, вот это. Worker workerу равняется, поэтому он дает true. Оператор или работает так. Если хоть одно true, все true. Получается, по итогу этой записи, в общем, я получаю true. Если мы хотим добавить в if несколько условий, то мы можем использовать оператор или, ну, или и. Два этих оператора позволят нам это сделать. Но в них есть некое отличие. Оператор или работает так. Если хоть одно true, все true. Оператор и наоборот. Если хоть одно false, все false. Чтобы у нас появилась какая-то ассоциация, вот, это оператор и он работает так. Если хоть одно false, все false. Также ниже напишу оператор или. И если хоть одно true, все true. Хотелось бы еще добавить, что этих промежуточных операторов, ну, или и, я могу добавить столько, сколько хочу. Например, вот я добавляю еще один промежуточный оператор, где буду сравнивать его с JS, там далее еще один, CSS, ну и так далее. То есть лимитов в этом нету. Добавляю столько, сколько хочу. И даже в этой записи, если хоть одно true, все true. Например, напишу здесь JS и уже welcome. В случае оператора и точно так же мог бы добавить несколько вариантов. Там, например, я добавлю, что наша переменная не должна равняться 45 или 46. Каждый из этих операторов будет использоваться для своей логики. Вместе вы использовать их не будете. По крайней мере, пока. Под конец хотелось бы еще раз добавить вам эту ассоциацию и false или true. Запомните у себя в голове такую фразу и легко сможете использовать данные операторы. По крайней мере, про них не забудете. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда в описании под видео.